русский язык – это язык агрессора и оккупанта. А вы знаете, что Россия – это большая страна, и она, конечно, может выжить в изоляции под санкциями, но развиваться она не может. Как только вы начинаете строить Советский Союз, вы сразу идете по пути неэффективности и застоя. Есть такая история, что Горбачев был агентом, полезным идиотом для американцев. С соседями лучше торговать, а не воевать. Друзья, в это сложное время нужно делиться запасами. Я решил поделиться с вами запасом хороших интервью, которые скопились у меня за последнее время. Начнем мы с Сергея Гуриева, который еще в прошлом году говорил о том, как губительно для России ее неумение жить в мире со своими соседями. Ну, наверное, первый вопрос я его всем задаю по поводу развала Советского Союза. Сейчас такое все популярнее становится мнение, то, что это вот злой Горбачев, я не знаю, с американцами-то и там где-то собрались и решили развалить такое прекрасное объединение. Прямо коротко, да, причина распада Советского Союза, из-за чего вот случилась эта крупнейшая геополитическая катастрофа. Да, слова «крупнейшая геополитическая катастрофа» – это слова из речи Владимира Путина, где он назвал развал Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Согласиться с этим нельзя, потому что, к сожалению, 20 век был очень драматичным веком в истории мира, и, конечно же, были более драматические события. Те же войны, да. Те же войны, геноциды, холокосты и так далее. Тем не менее, почему распался Советский Союз? Я действительно пытался понять, как устроена вот эта самая теория заговора. И даже я смотрел фильм на российском телеканале, который рассказывает, что были какие-то там саудовские принцы, ЦРУ, американские шпионы под видом профессоров. И там их изображали люди, которые говорили по-английски с русским акцентом. В общем, есть такая история, что Горбачев был агентом или таким полезным идиотом для американцев. И вот он действовал в их интересах, чтобы развалить такую прекрасную державу. Есть много исследований о том, как все это происходило. Есть документы, которые можно прочитать и посмотреть, что происходило с Советским Союзом. И я вот на самом деле лично даже и беседовал с Михаилом Горбачевым несколько часов, пытался у него выяснить, что он помнит сейчас об этом. И то, что он мне рассказывал, полностью соответствует всем этим документам, всем биографиям Горбачева, книгам, которые основаны на архивных данных. И было это устроено так. К середине 80-х годов советским руководителям стало понятно, что все идет не туда, что так дальше жить нельзя. Экономика находится в застое. Это простой факт. Дело в том, что в 70-х, 80-х годах экономический рост прекратился. Страна жила все еще хорошо, потому что цены на нефть в начале 70-х удвоились из-за арабо-израильской войны. Потом в конце 70-х они опять удвоились из-за иранской революции. И денег на закупку импортных продуктов потребления было достаточно. Но вообще говоря, экономика не развивалась. Было много инвестиций. Инвестиции эти не приводили к экономическому росту. Грубо говоря, на нефтедоллар вы покупали оборудование, но не могли его смонтировать и правильно внедрить. Или вы производили очень много танков. Эти танки стояли на огромных полях, но не повышали качество жизни. Есть очень важный показатель – это рост людей. Если вас хорошо кормят в детстве, когда вам 15 лет или 20 или 25, вы будете выше. И есть исследования, которые показывают, что до 70-х годов рост российских, советских детей действительно увеличивался, так же, как и американских. Грубо говоря, средний московский мальчик был того же роста, что и средний американский мальчик. Но, начиная где-то с начала 70-х годов, люди, которые были рождены в середине 70-х или в конце 70-х, они были ниже, чем их предшественники. То есть качество жизни существенно снизилось и начинало снижаться. Кроме того, действительно была огромная проблема и с сельскохозяйственным производством, были разрушены все стимулы в так называемых колхозах, была проблема с алкоголизмом. То, что Горбачев начал антиалкогольную кампанию, на самом деле это обсуждалось и до него, потому что все писали письма в ЦК и говорили: муж спивается, во всей деревне никого нет, все спились, надо с этим что-то делать. И, соответственно, эту систему начали реформировать. Но есть так называемый парадокс Токвилля. Бывает так, что вы откладываете реформы настолько, что когда вы начинаете реформировать систему, система уже не реформируемая, она разваливается.
И Таквиль писал как раз о Париже, о французской революции, потому что последние французские короли пытались реформировать систему, собрали генеральные штаты, но было уже поздно. Они не успели ничего реформировать, система развалилась, и оказалось, что то, что было после революции, было хуже, чем то, что было до революции с точки зрения качества жизни, безопасности. Началась гражданская война, террор, все такое прочее. И Таквиль как раз писал об этом, что это часто бывает. Если система настолько окостенела, что она уже не реформирована, то попытки ее реформировать могут ухудшить ситуацию. Это то, что произошло в Советском Союзе. До Горбачева экономика не росла. Горбачев начал пытаться реформировать эту систему. Надо сказать, что эти реформы были зачастую некомпетентными, потому что, грубо говоря, советское руководство знало, как руководить плановой экономикой. Даже китайские реформы оно не могло провести. Нельзя сказать, что Горбачев не пытался провести китайские реформы. Вот это как раз ошибка. Горбачев и его советники много думали, заимствовать ли им опыт Восточной Европы, Венгрии или Югославии, заимствовать ли им опыт Китая. Они пытались сделать то, и ничего не работало, потому что система была уже построена так, чтобы работать в плановой экономике. Потом произошло падение цен на нефть. Некоторые люди считают, что это заговор ЦРУ и Саудовской Аравии, чтобы заставить Россию, Советский Союз вывести войска из Афганистана. Но даже если это так, то, конечно же, нормальная страна должна уметь справляться с такого рода шоками. Что если кто-то против вас заключил сделку и понизил цену на нефть, это не должно быть причиной распада страны. Вот, например, Россия перенесла падение цен на нефть в 2008-2009 году, в 2014 году. Был экономический кризис, но страна не развалилась. И так это и должно быть. А Советский Союз не пережил падение цен на нефть. Кроме того, еще одна важная история с реформами, с некомпетентностью реформ, заключалась в том, что люди требовали повышения качества жизни. И правительство, и Горбачев лично решили разрешить людям зарабатывать больше денег, предприятиям платить больше денег, но они не знали, что нужно как-то построить рыночную экономику, освободить цены. И возник дефицит, и это было абсолютно нормально, что если у людей больше денег, а товаров столько же, а цены регулируемые, возникает черный рынок и дефицит. И это само по себе уничтожило экономику, потому что люди вместо того, чтобы работать, часами стояли в очереди. Вы молодой человек, вы, наверное, не помните, был, например, целый год, когда в Москве вообще ничего не было. И, например, не было сыра. Вот вы хотите съесть сыр? И есть один магазин в Москве, магазин «Сыр», он назывался. В этот магазин стоит километровая очередь. Вот я хорошо помню, я был студентом, я не ел сыра целый год, и это было не так страшно, наверное, можно пережить. Я был студентом Московского физико-технического института, там я заходил в продовольственный магазин, и там был один товар, один. Салат из дальневосточной морской капусты. Он был в банках, из этих банков продавцы строили пирамиды. Вот. Это было с эстетической точки зрения очень красиво, но было понятно, что эта система разваливается. И она развалилась. Еще одна очень важная вещь – это, конечно, желание региональных элит получить власть. Это тоже нужно понимать, что не только, грубо говоря, простые люди не готовы были защищать эту систему, при которой вы не можете накормить своих детей, но и региональные элиты говорили: пришло наше время, мы хотим построить свое государство. И это тоже сыграло важную роль. Но были и другие ошибки. Конечно, то, что произошло в Чернобыле, это типичный пример некомпетентности правительства, и это тоже сыграло свою роль, подрывая доверие к власти. И в целом тот факт, что Горбачев не стал подавлять демонстрации в Москве, сыграло свою роль. Например, в Китае протестующих на площади Тяньаньмэнь расстреляли, а в Москве многомиллионные митинги проводились. Конечно, были подавлены митинги, расстреляны протестующие в других городах, но в Москве Горбачев не решался на применение силы. Ну и, конечно, бархатная революция Восточной Европы сыграла свою роль. Тот факт, что Горбачев не стал вводить войска, как это было сделано в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии. Ну и так или иначе на грани ввода войск происходили события в 80-м году в Польше, когда вместо ввода войск было военное положение введено самими поляками. При Горбачеве Горбачев абсолютно четко дал понять
восточноевропейским коллегам, что эта история закрыта, больше войска вводиться не будут. Произошла бархатная революция, падение Берлинской стены, и, конечно, и российские протестующие поняли, что они тоже могут добиться успеха. Но как для экономиста, для меня есть очень простой ответ. Система была нежизнеспособной. Она больше не могла генерировать экономический рост, а запрос на экономический рост был. Люди хотели жить хорошо. Она в какой момент, был какой-то ключевой момент, когда уже понятно, что точка невозврата пройдена, и что все это уже точно вот рухнет? Но вы знаете, до того, как рухнуло... Если сейчас смотреть назад, да, потому что, понятно, тогда я со всеми говорил, и с политиками кто тогда участвовал, все говорили, что для нас это был шок, когда мы в 91-м никто не мог поверить, никто не мог вообще такое представить, что мы проснемся, а Советского Союза больше нет. Если сейчас смотреть назад, можно сказать, что уже, там, например, в 87-м уже было не спасти, вот как там уже последняя стадия рака, да, и тебе говорят, ну, можно еще там пару месяцев помучить, да, но спасти уже не получится. Вот был такой момент, когда уже все. На самом деле, я вот тоже хотел сказать, что вплоть до 1991 года практически никто не верил в то, что Советский Союз исчезнет, что он развалится. Что касается точки невозврата, опять-таки, возможно, что если бы вы могли парашютировать какое-то более компетентное правительство, не одного человека, а вот заменить всю элиту, которая бы проводила бы экономические реформы по китайскому образцу, в Китае реформы начались в 1978 году, то, может быть, в 80-е годы все можно было спасти. Но, понимаете, тот факт, что у власти находится элита, которая умеет только управлять плановой экономикой, это ведь не заговор марсиан или не хитрый план ЦРУ. Эту элиту подготовила эта система. И в этом смысле не случайно, что у власти оказались люди, которые не понимали, как справляться с этими вызовами. Вот, поэтому сама эта система была обречена. Можно выделить несколько точек. Например, можно посмотреть на реформы Хрущева. Хрущев пытался создавать так называемые совнархозы. Во многом это похоже на то, что делал Дэн Сяопин. В Советском Союзе были другие начальные условия, и эта реформа тоже проводилась не очень компетентно. Но тем не менее, тот факт, что эта реформа была остановлена, во многом обрекла советскую экономику на отставание позже. Следующая попытка реформ была при Косыгине, которая была свернута после того, как была открыта нефть, и после того, как цены на нефть выросли. И вот это, наверное, была главная точка невозврата начала 70-х годов. В 80-х годах, после того, как упали цены на нефть в 1986 году, наверное, ситуация была очень тяжелая. Самое главное, понимаете, советские люди верили, наверное, в построение коммунизма, но было понятно, что система не работает, система не обеспечивает то самое построение коммунизма, и у партии не было репутации, что она умеет решать эти проблемы. И в этом отличие КПСС от Китайской коммунистической партии. Опять-таки, те реформы, которые проводил Дэн Сяопин, они во многом были основаны на том, что Китайская коммунистическая партия сохраняла все рычаги контроля. А вот КПСС эти рычаги теряла очень быстро. В том числе и благодаря Горбачеву, потому что Горбачев пытался построить другую вертикаль власти, так называемые советы, для того, чтобы бороться со своими соперниками внутри КПСС, потому что у него была там внутренняя оппозиция тоже. И так или иначе, возможно, что провести эти реформы было уже поздно. Но вот критическая точка невозврата описана как раз в книге Гайдара, которая называется «Гибель империи». Это книга, которую он написал в середине нулевых. И он пишет о том, что когда Сталин умер, элита решила, что систему не надо строить больше на страхе, на массовых репрессиях. И тогда стало понятно, что экономика буксует. Рабочие начали бастовать и требовать повышения зарплаты, понижения цен. И, соответственно, встал вопрос о том, откуда взять экономический рост. И, соответственно, стал вопрос о реформах. Но после того, как цены на нефть выросли, реформы были отложены, и, возможно, и это и была точка невозврата, которая обрекла экономику на застой и, соответственно, потом на банкротство. Надо понимать, что вот при Горбачеве в последние годы Советского Союза Горбачев пытался обеспечить более высокий уровень жизни для граждан. Он не очень умел это делать, набирал долги. Соответственно, советский внешний долг практически от нуля очень быстро вырос. И в последние годы
даже друзья Горбачева говорили ему: ты знаешь, мы больше не можем тебе давать долги, потому что понятно, что ты их не вернешь. И последний год или два Советский Союз больше не мог занимать ни коммерческие, ни некоммерческие источники займов. Все эти источники были отрезаны. И Советский Союз просто обанкротился, потому что он не смог платить по долгам. И в этом смысле это такой нормальный итог неконкурентной способной системы. Если посмотреть на путь, который за 30 лет прошли вот эти все наши 14 республик, отколовшихся, то... Почему 14? 15. 15, да. 15 это с Россией. Да. Я говорю 14, которые... Ага, окей, понятно, да. отколовшись. Да. Если посмотреть, какой путь они прошли, то мы видим совершенно там разные ситуации. Да? Видим там какую-то такую Прибалтику, которая стала демократической, прямо очень органично встроилась в Европейский Союз. Мы видим суперавторитарные режимы вроде Гурбангулы Бердымухамедова с своим Туркменией. Более, наверное, Эмомали Рахмона можно куда-то туда тоже отнести, который Алиева, наверное, в Азербайджане. Да? Какие-то такие авторитарные режимы. Мы видим какие-то такие бедные демократические истории вроде там Молдовы или Киргизии, которые там, по крайней мере, есть какая-то сменяемость власти, какая-то движуха, или там Грузия. Почему у всех настолько разный путь? Или это та же самая Беларусь, которая, вот как, по-моему, она вообще никуда не пошла, сказала, мы будем сидеть на месте и смотреть вообще, что происходит вокруг. Почему настолько разный путь, хотя, казалось бы, все вышли вот из одного, как родительского дома, да, все были примерно на одна экономика, одна модель, одно образование, все было примерно такое вот одинаковое, и тут настолько разный путь. Как это получилось? На самом деле, действительно, образование одно и то же, но культура и ценности разные. В разных странах по-разному относятся к тому, что такое хорошо и что такое плохо. То есть это прям, разве это было в рамках Советского Союза? Безусловно. То есть, условные туркмены, они так сильно отличаются от киргизов? Безусловно. И, безусловно, грузины отличаются от украинцев. Например, если вы спросите про отношение к добрачным половым связям, в разных странах вы получите разный ответ. И так это было и при советской власти, и сейчас. Вот. Поэтому это совершенно разные страны, у них совершенно разные языки, совершенно разные традиции. Но, конечно, ваш вопрос, он скорее про то, что произошло с экономикой и политикой. И здесь много зависит от воли самих народов и от политических предпочтений, а также и от географии. Условно говоря, Прибалтика встроилась в Европу, потому что она расположена в Европе. Конечно, есть и традиции, и желание построить свое государство опять. Все правда. Но встроиться в Европу Прибалтике легче, чем Монголии и Киргизии. Опять-таки, вы сравниваете Киргизию и Казахстан. У Казахстана огромное количество нефти. Казахстану легче быть более богатой страной. И тем не менее, своей нефтью Казахстан распорядился лучше, чем, скажем, другие соседи. Например, в Туркмении много газа, но именно Казахстан построил более конкурентоспособную экономику. Это тоже не демократическая страна, там тоже много коррупции, но вот приведу простую статистику. Сейчас в Казахстане и в России примерно один и тот же уровень ВВП на душу населения. А в начале постсоветского периода отличие было на 40% в пользу России. То есть Казахстан за эти 30 лет прошел более успешный путь. Опять-таки, в Азербайджане много нефти, да, это тоже важное отличие. И Азербайджан построил конкурентоспособную нефтяную отрасль, построил свою государственную компанию, пустил иностранных инвесторов. И это тоже принесло огромные деньги. В Армении, напротив, после землетрясения в Спитаке закрыли атомную станцию. И, соответственно, это привело к серьезным проблемам. У Армении есть большие геополитические проблемы. Есть проблема Карабаха, есть проблема того, что ни Турция, ни Азербайджан не считают Армению друзьями. А с соседями очень важно иметь хорошие отношения, в том числе, чтобы иметь доступ к рынкам, чтобы торговать. А там граница закрыта. Вот. И когда вы идете страна за страной, вы видите, что каждая страна чем-то отличается. И поэтому неудивительно, что так или иначе происходят разные вещи. И тем не менее выбор есть. Например, вы видели, что Грузия до Саакашвили была развалившимся государством. После Саакашвили это все-таки при всех проблемах динамично развивающаяся страна. Там есть реформы, там есть инвестиции. И там видно, что
как вы сказали, есть сменяемость власти. Сейчас, может быть, там будет опять какая-то, как вы выразились, политическая движуха. Но в целом это изменение, которое привнесла команда людей, которые пришли к власти в 2003 году. Поэтому есть изменения, есть выбор. Опять-таки, вот сегодняшний узбекский президент отличается от предыдущего, который правил... В Узбекистане произошла сменяемость власти, считаете? Нет, человек умер. Ну, Каримов умер, я знаю, да. Там элиты сменились, я просто Нет. не следил за этой ситуацией. Не все сменились. Но, конечно, Мирзиёев – это человек, который не был оппозиционером. Это не человек, который приехал из Америки или Канады, или был телепортирован из Марса. Это человек изнутри каримовской системы. Тем не менее, некоторых коллег Каримова он отодвинул. Ну, дочку там, да, посадили. Да, и дочку посадили, да. Но дочка была в тяжелой ситуации до смерти Каримова. Но на самом деле там есть какие-то реформы. И там ситуация как-то так или иначе развивается, пытаются привлекать иностранные инвестиции, иностранных туристов. Все это так или иначе меняется. Но если мы посмотрим на ту же самую там Молдову, да, у них ситуация с оттоком населения, наверное, хуже всех. Там в 2 раза сократилось, там было 4200, по-моему, на момент распада Советского Союза. Сейчас официально их там 3 с чем-то, но фактически там 2 с небольшим. То есть практически в 2 раза реальное население, оно сократилось, при этом у них по индексу там, вот, демократии примерно такой же, как и у Прибалтики. Сменяясь власть, все хорошо. И все это почему-то накладывается на какую-то дикую нищету, на зависимость там, от всех, и непонятно, там, что делать им дальше. Когда ты говоришь, нам нужны там, свободы, нам нужно все, тебе говорят, ну хорошо, вот есть Молдова. Или есть та же самая Украина, вот у них выборы, вот у них там свободы, и что дальше? Демократия – это недостаточное условие. Есть много бедных демократических стран. Не только в нашем регионе, но, условно говоря, в Африке. И, с другой стороны, есть и другая важная корреляция. Нет богатых недемократических стран. Вот, если вы хотите стать богатой страной, то все страны, которые стали богатыми, это демократические страны. Есть буквально 2 исключения. Это Сингапур и нефтяные монархии, у которых очень много нефти на душу населения. Все остальные развитые страны – это демократические страны. Но, конечно, есть много бедных, демократических, коррумпированных стран, где царствуют олигархи. И Молдова – это одна из таких стран, где был один олигарх, Плохотнюк. И вся политическая система была так или иначе пронизана этими коррумпированными деньгами. И там было много левых сил, которые пытались бороться с ним, проевропейских сил, которые пытались бороться с ним. И вот, наконец, только несколько лет назад им удалось так или иначе победить Плохотнюка. Надо сказать, что это было сделано при поддержке России и Запада. Но вот сейчас, наверное, можно сказать, что начинается новая страница, где есть демократическая конкуренция между социалистами и прозападными силами. Возможно, сейчас как раз Молдова может пойти, условно говоря, по пути Грузии. По-настоящему бороться с коррупцией, по-настоящему строить конкурентную экономику. Конечно, нет ничего хорошего в том, что у вас есть коррумпированная система власти, даже если она меняется на выборах. Но правда в том, что когда у вас есть олигархи, вы можете менять президентов, но если олигархи контролируют политические партии и СМИ, то даже если кажется, что у вас есть выборы, на самом деле у вас есть эти самые кукловоды, которые в фильме «Слуга народа», вы знаете, я не знаю, вы смотрели «Слуга народа»? Там есть 3 теневых олигарха, которые, собственно, и двигают пешек. И вот это, мне кажется, очень четко показывает, что пока вы не отделаетесь от этого, демократия, к сожалению, не может помочь вам построить конкурентоспособную экономику. И, к счастью, Европейский Союз может помочь вам справиться с этой проблемой. И Грузия – это один из таких примеров. В Грузии тоже теперь есть один олигарх, который, собственно, возглавляет правящую партию. И это большая проблема. Именно поэтому в Грузии сейчас есть трудности с экономическим ростом. Но вот если у вас есть демократия, еще очень важно, конечно, суметь победить коррупцию. Ли Куан Ю – это как раз тот пример недемократического лидера, который в практически однопартийной системе смог построить верховенство права и победить коррупцию. В том числе потому, что он сажал в тюрьму своих друзей и разрешал расследовать коррупцию своего сына. Сын оказался честным, но Ли Куан Ю сказал, если есть подозрение, нужно расследовать.
Так, да, у нас все любят, как в России, так и вот в разных авторитарных режимах, там в Казахстане, все любят очень, очень Ли Куан Ю, оправдывая, что, смотрите, вот даже авторитарные недемократические режимы, они могут быть эффективны. Вот смотрите на Ли Куан Ю, да, при этом забывают про борьбу с коррупцией. Да, один. Все приводят один пример Ли Куан Ю. И действительно, это очень важно. Нужно бороться с коррупцией. Надо сказать, что Ли Куан Ю дал российским властям еще один урок. Я хорошо помню, Ли Куан Ю приезжал в Россию, беседовал с российскими коллегами, и когда он перед ними выступал, он сказал: вы знаете, еще один вам дам совет, с соседями лучше торговать, а не воевать. И это, конечно, для Сингапура критически важно. Это маленькая экономика. Без внешней торговли, без внешних инвестиций Сингапур ничего в принципе не мог бы сделать. А вы знаете, что Россия – это большая страна, и она, конечно, может выжить в изоляции под санкциями, но развиваться она не может. Невозможно в сегодняшнем мире построить конкурентоспособную, высокотехнологичную экономику, если вы ни с кем не торгуете, находитесь под санкциями, не привлекаете иностранные инвестиции. Кто сегодня находится, если брать территорию бывшего Советского Союза, из зоны влияния Европа, Китай, Россия, кто на сегодняшний момент куда уплыл? Центральная Азия – это регион, где и элита, и общество крайне боятся Китая. Крайне боятся стать колонией Китая, экономической колонией Китая, и рассматривают Россию как противовес. Но, безусловно, сейчас роль Китая в Центральной Азии гораздо больше, чем роль России. И более того, это приводит и к разговорам о том, что центральноазиатские лидеры и элиты даже пытаются сотрудничать с Европой для того, чтобы создать противовес Китаю. И как раз европейская политика по отношению к России упоминает даже и сотрудничество с Центральной Азией для этого. Но в целом, конечно, китайские инвестиции, китайские компании играют гораздо большую роль в Центральной Азии, чем российские. В Закавказье, конечно, мы видели только что во время войны 2020 года, Азербайджан во многом полагается на Турцию. Армения не может полагаться на Турцию, полагается на Россию, и российские базы стоят в Армении ровно для того, чтобы гарантировать безопасность Армении. Грузия хочет торговать со всеми соседями, и с Ираном, и с Турцией, и с Украиной, хотя у них нет общей границы, и с Европой, безусловно. И в этом смысле и Грузия очень любит русских туристов, российских туристов. Это очень гостеприимная страна, когда вы говорите по-русски, к вам относятся очень хорошо. И в этом смысле в Грузии реализована вот эта самая сингапурская модель, что мы рады всем. Нам не нравится Путин, но российские граждане добро пожаловать. Вот. А страны, которые находятся ближе к Западу, конечно, ориентируются на Европу. Балтийские страны, как я уже сказал, это нормальная часть Евросоюза. В Молдове действительно есть раскол между теми, кто работает в России, и теми, кто работает в Европе. И даже есть научные исследования, которые показывают, что там, где члены семьи работают в России, там скорее голосуют за социалистов и коммунистов, Додона, да, а те семьи, где люди работают в Европе, голосуют за прозападные силы. Кто остался в зоне влияния, кроме, не знаю, Беларусь, Армения, Казахстан? Можно сказать, что это еще зона влияния России? Ну, я не знаю, что такое зона влияния, и я бы очень аккуратно разговаривал на эту тему, потому что, вы знаете, время от времени Владимир Путин говорит: ой, мы, когда распускали Советский Союз, кому-то подарили что-то. Мы им подарили землю, а они не вернули эту землю. И потом какие-то российские депутаты выходят и по российскому телевидению выступают. Я вам сейчас расскажу, что это за подарок. Это вот такая-то часть Казахстана. Как вы понимаете, казахское общество и элита смотрят такого рода передачи очень внимательно и настороженно, и очень переживают на эту тему. И надо сказать, что казахская элита гордится тем, что им удалось не пойти по пути тех соседей России, которые потеряли землю. То же самое в Беларуси. Лукашенко с гордостью говорит о том, что у нас те же границы, что и 30 лет назад. Вот, поэтому можно сказать, что это зона влияния, но эти страны считают себя независимыми и очень аккуратно пытаются делать так, чтобы не потерять свою независимость. Поэтому, конечно, у России огромное влияние на страны Центральной Азии и на Беларусь. Но
эти страны проводят независимую политику и пытаются отстоять свое право проводить независимую политику. В последние годы вот эти просоветские такие ностальгические настроения в России, они становятся все сильнее и сильнее. У нас даже молодежь как-то, видимо, смотря там с родителями фильмы, начинает думать, что вот как все было там замечательно и хорошо. И можно посмотреть на риторику, да, к политику, в том числе и Путина, которая во многом популистская, и она отражает ожидания электората, да, что если там еще 10 лет назад Путин говорил, что у нас там все, фарш обратно не провернуть, и мы идем своим путем, то теперь все чаще так или иначе и про реставрацию Советского Союза так или иначе, да, и какие-то вот, и там тоже было хорошо, и сейчас мы запретим теперь вообще обсуждать, что было там во время войны, сейчас мы запретим вообще как-то там и копаться, и теперь вот идет какой-то такой вот поворот обратно туда вот в прошлое, back in USSR. Если какая-то хоть теоретическая возможность реставрации Советского Союза, или это просто сказки там для телезрителей? Насколько серьезно еще можно это обсуждать? Это невозможно обсуждать серьезно. Нельзя построить Советский Союз. Вот самый хороший пример того, как устроена коммунистическая экономика, это, собственно, Северная Корея. Вот вы видите, как устроена эта замечательная экономика. Вы можете сказать, что в Китае есть Советский Союз, но это, конечно, не так. В Китае есть так называемая коммунистическая партия, это правящая партия, но там нет никакой коммунистической идеологии. Со времен Дэна Сяопина это страна, в которой неважно, как звать кошку, какого она цвета, главное, чтобы она ловила мышей. Экономический рост во многом в Китае предопределен именно частным сектором. Там была проведена приватизация, там были созданы новые частные предприятия. Китай инвестирует в американские ценные бумаги, привлекает западные инвестиции. Все это не Советский Союз. Все это совсем не Советский Союз и даже не Советский Союз с НЭПом. Это рыночная экономика с доминированием госсектора, госкапитализм, если хотите. Некоторые люди скажут, что Си Цзиньпинь восстанавливает идеологию Мао, возвращается к временам Мао, гордится коммунистическим прошлым. Это тоже не совсем так. Такая риторика есть, но в целом это просто построение культа личности самого Си Цзиньпиня. Во многом он отрицает наследие последних десятилетий для того, чтобы установить режим, где он является главным правителем. Что касается сегодняшней России, то власти нужна легитимность. И эту легитимность в Китае власти получают от экономического роста, от развития, от роста доходов, от инвестиций в развивающиеся страны. Китай является ключевым игроком в мировой экономике, этого отрицать нельзя. Россия не может этим похвастаться. Поэтому России нужен другой источник легитимности. И источник легитимности российская власть нашла в победе 1945 года. Вот с этим действительно трудно спорить. Очень хорошо, что Советский Союз был в 1945 году на правильной стороне истории, вынес основную тяжесть войны, победил этот человек-ненавистнический режим Гитлера. Правильно, что тут, не с чем спорить. Но, соответственно, из этого вытекает целый ряд следствий. Действительно, раз Советский Союз победил, значит и советская система была не такая плохая. Вот. Но здесь уже начинаются тонкости. И тонкости заключаются в том, что, конечно, Советский Союз был не один, в отличие от того, что говорит Владимир Путин. У него были союзники. Большая часть технического обеспечения советской армии, Красной армии, была профинансирована и поставлена союзниками. Союзники сыграли важную роль, внесли свой вклад в победу, и отрицать это бессмысленно. Еще один важный элемент исторического нарратива заключается в том, что хочется отрицать то, что было между 1939 и 1941 годом. И это очень опасно, потому что это, собственно, и уничтожает доверие к России среди соседей. Как только вы начинаете рассказывать прибалтам, полякам, украинцам, о том, что Советский Союз всегда воевал с немцами, они понимают, что 1939 и 1940 год может повториться. И в каждом из этих государств есть музей оккупации. В этом музее оккупации есть экспонат – пакт Молотова-Риббентропа. Вот в Риге музей оккупации устроен так. Есть первая советская оккупация, немецкая оккупация, вторая советская оккупация. И там вот прямо есть зал, где есть
документ, пакт Молотова-Риббентропа. Это часть истории, которую невозможно отрицать. Опять-таки, лучше Сталин был Гитлера, хуже Сталин был Гитлера, это другой вопрос. Но это просто факт, что был раздел Польши, раздел Европы. Советский Союз пытался завоевать и Финляндию, не смог, но получил часть земли, аннексировал часть Финляндии. Никто сейчас не говорит о том, что эту землю надо вернуть, но это просто факт, и с этим фактом никуда не денешься. Что касается сегодняшних молодых людей, которые хотят восстановить Советский Союз. Они действительно не знают, как была устроена жизнь, и им кажется, что, может быть, можно что-то подкрутить в госплане, поставить более мощный компьютер, и тогда все будет работать. И это просто недостаток образования. Мы говорили с вами об образовании. В России, к сожалению, очень плохое общественно-научное образование. Это нормально. 70 лет это были дисциплины, которые доминировались идеологией. И очень трудно за 30 лет построить очень хорошую систему образования в экономике, политологии, социологии и так далее. Поэтому люди не совсем понимают, как устроено современное общество, экономика. И им кажется, что почему бы не поставить большой компьютер, который посчитает, сколько кому нужно ботинок, айфонов, ручек, компьютеров, и все само собой посчитается и произведется. Но ответ такого нет, и не может быть, и не будет. Внутри каждой большой компании есть отдел стратегического планирования. Внутри каждой большой компании есть 5-летний стратегический план. Но эти компании время от времени делают ошибки, уходят с рынка, закрываются. И сама конкуренция крайне важна. Важно не только рыночное ценообразование, но вот и тот факт, что компании конкурируют за капитал, за людей, закрываются, уходят с рынка. Важно, что у этих компаний есть частные собственники, которые отвечают своими деньгами за свои ошибки. Важно, что компании принимают решения, направленные на максимизацию благосостояния частных собственников. Госкомпании так не делают. Госкомпании – это политические инструменты. То есть, грубо говоря, многие российские госкомпании потому и неэффективны, что они лежат в государственной собственности, и их чиновники используют для своих политических интересов. И как только вы начинаете строить Советский Союз, вы сразу идете по пути неэффективности и застоя. Поэтому неудивительно, что российский экономический рост исчез. Он исчез ровно потому, что рыночные реформы были свернуты в середине нулевых. Все больше и больше стало госкомпаний, доминирования государства. Это привело к замедлению экономического роста еще до Крыма. Ну а потом санкции, конечно, дополнили изоляцию, отсутствие инвестиций. И то, что мы наблюдаем сегодня, это 10 лет застоя, 10 лет отсутствия экономического роста. И более того, мы видим, что у российской власти нет никакого плана. Нет никакого решения этой проблемы. И поэтому следует ожидать продолжения застоя. Российские власти действительно напоминают о советском славном прошлом для того, чтобы сказать: мы вам обещали рост доходов, но лучше давайте почитаем про 1945 год. Вот такой сегодня нарратив. Почему? Потому что нет нарратива о том, что мы знаем, как увеличить рост доходов. После распада Советского Союза были разрушены производственные цепочки. И, если, в принципе, посмотреть там на то, что стало с промышленностью, то практически везде там упадок. Да? Крупные промышленные предприятия были растащены, закрылись, я не знаю, там не приватизированы. Если там какие-то сырьевые истории, они там восстали и там чувствуют себя неплохо, да, то все, что касается там всего остального, да, это везде руины на советском пространстве. Это можно было как-то вообще спасти, потому что вот, это, наверное, такая одна из самых главных ностальгических историй, даже не только в России. Вот, когда ты ездишь где-нибудь там по Узбекистану, по Казахстану, то тебе обязательно можешь сказать: слушайте, у нас раньше вот работал завод, у нас все на этом заводе были, да, вот у нас все было очень хорошо, а теперь мы что, на рынке торгуем, вот это что, вот ради этого вообще все делалось, там, а тут завод был. И то, что вот не стало теперь этого завода, не стало вот этого вот любимого предприятия, что все это вот развалилось, да, многие, для них вот это самая большая вот потеря вообще и ужас от произошедшего. А это можно было как-то сохранить, да? Не было ли ошибкой, что вот все как-то резко там прекратилось, закрылось? То, что вы сказали, это правда. Производственные цепочки развалились, и это в том числе привело к более глубокому спаду производства, чем могло бы быть. Всегда ли переход к рынку приводит к развалу промышленности? Не всегда. Например, где больше всего сегодня производится автомобилей на душу населения? В Словакии. Например, Словакия встроена в европейские цепочки добавленной стоимости, и там собирают, производят автомобили
немецкие, японские, французские. И таких примеров в Центральной Европе очень много. Очень много промышленных предприятий закрылось, но открылись новые. И это тоже такой нормальный процесс. Второе. Деиндустриализация. Это проблема, с которой сталкивается только посткоммунистический мир, Россия или нет? Ответ – нет. В Америке происходит то же самое. И многие избиратели Трампа – это люди, которые потеряли работу на промышленных предприятиях из-за конкуренции с Китаем или из-за роботизации. И это люди, которые недовольны жизнью, голосуют за Трампа. Многие из этих людей начинают употреблять опиоиды и погибают. В Америке есть так называемые смерти отчаяния. Это такой настоящий кризис, похожий на кризис в России в 90-х годах. Среди белых американцев без высшего образования растет смертность. В мирное время это действительно катастрофа, похожая на катастрофу в России и в Украине начала 90-х годов. Поэтому это серьезная проблема, которая в России тоже была. В России была дополнительная вещь – военно-промышленный комплекс. Вот вы производите танки, отличный завод, производит танки. Сколько России нужно танков? Видимо, не так много, сколько Советский Союз производил. Это означает, в частности, что этот завод вряд ли может продолжать работать на прежнем уровне. Кроме того, и в бюджете нет столько денег. Советский Союз потому и развалился, что у него кончились деньги и для того, чтобы у вас была возможность что-то съесть, и у бюджета была возможность купить дополнительную 1000 танков. Вот. И поэтому народ в некотором роде проголосовал за наличие еды, а не за наличие танков. Что это означает? Ну, например, металлургия от этого выиграла, как вы правильно говорите, потому что вместо того, чтобы поставлять сталь на танкостроительные заводы, они стали поставлять сталь на мировой рынок. И это не то, чтобы совсем уж низкотехнологическое производство. Например, есть такое предприятие ВСМПО «Ависма», которое поставляет титан для Боинга. И это крайне конкурентоспособный и высокотехнологичный бизнес. Еще одна вещь. Кроме промышленности, в современной экономике есть гораздо более важный источник высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест. Это услуги. Это услуги, основанные на знаниях. Условный Яндекс. Вот в Советском Союзе не было глобально конкурентоспособных высокотехнологичных компаний. А в современной России есть. И если бы вот не изоляция 13-14 года, если бы не закручивание гаек, если бы не борьба со свободой в интернете, то этих компаний было бы больше. Но в целом это история успеха. IT-бизнес – это история успеха современной России. И нет ничего плохого в том, что в России вместо заводов, которые производят танки, есть компании, которые производят софтвер. Это относится, кстати, и к Беларуси в том числе. Поэтому, да, деиндустриализация – это объективный процесс. Можно было это сделать лучше? Наверное, можно. И Центральная и Восточная Европа показывает, как. Нужно было больше интегрироваться с соседями, с Западной Европой, например. Вот. Стоит ли горевать потому, что у нас есть теперь большой сектор услуг? Ну, некоторая часть этого сектора услуг – это торговля на рынке. Но опять-таки и здесь есть изменения. Да? Есть более технологически устроенные ритейлеры, чем торговля на рынке. Но есть и высокооплачиваемые IT-бизнесы, есть более высокотехнологичное здравоохранение. Опять-таки построено огромное количество квадратных метров. Кто-то это должен строить. Многие из этих квадратных метров строят иностранные рабочие. Но тем не менее, Россия построила много квадратных метров, к счастью. Сегодня, насколько я помню, на человека в России приходится примерно 25 квадратных метров, а в Советском Союзе было 16. Это большая разница. До европейских 35 или 40 еще и те, или до американских 50 или 60 еще и те. Тем не менее, это тоже важная часть благосостояния. Как писал Булгаков, люди как люди, жилищный вопрос испортил их. Жилищный вопрос – это важный вопрос. Людям хочется иметь квадратные метры. И в этом смысле я предпочитаю квадратные метры, а не танки. Еще есть несколько проблем, да, которые возникли после развала. Одна из них – это, можно сказать, борьба с русским языком. У нас, можно сказать, русскоязычная зона 300 000 было, да, на постсоветском пространстве. И некоторые страны, они пошли, та же самая Молдова, да, мы перейдем на латиницу сразу, да, мы как-то максимально, хотя сейчас там абсолютно все говорят на русском языке,
ну, кроме, может быть, совсем молодых детей. Именно с точки зрения экономики, если отставить там идеологию, если все эти там националистические там истории, борьба там с оккупантами и так далее. Вот с точки зрения экономики, насколько вообще для постсоветских вот этих вот республик русский язык, он мог быть важен, полезен, нужно ли его как-то сохранять как некая вот эта вот зона, которая может, я не знаю, как-то работать, или все правильно делают? Ну, у многих из этих стран действительно есть проект строительства нового национального государства. Им для этого, конечно, нужен свой язык. И многие из этих стран так и делают. Просто строят свой язык, потому что это часть национальной идентичности. И страны, независимые страны говорят, мы независимые страны. Вот. И это абсолютно нормально. Другое дело, если у вас есть рядом большой сосед, у которого есть конкурентоспособная растущая экономика, такая как Россия, до 2013 года, то у вас есть огромные стимулы учить русский язык. Что бы вы ни думали о том, была это империя или нет, вы хотите говорить по-русски, чтобы делать бизнес, ездить, принимать туристов. И так это устроено во всех бывших империях. Вы приезжаете сегодня в Тунис или Марокко, там все говорят по-французски. Да, есть история колониального прошлого, но по-прежнему в условном Тунисе язык бизнеса – это французский язык. И люди учатся во Франции, многие школы в Тунисе говорят по-французски. То же самое с английской империей, с британской империей, когда индийцы говорят по-английски, несмотря на то, что не все в колониальном прошлом Индии было гладко, да? Потому что есть экономические стимулы, потому что хочется учить этот язык, потому что у нас есть традиция изучения этого языка, а сотрудничать с нашим бывшим колониальным центром, с нашей метрополией выгодно. И вот если бы Россия была бы мирным, богатым соседом, то, конечно бы, наши соседи лучше бы говорили по-русски, является ли этот язык государственным или нет. Вот в Грузию вы поедете, все с вами будут говорить по-русски. Почему? Потому что грузинам нравятся туристы. И очень хорошо, что туристы приезжают. В Беларуси вот сейчас возникает опять-таки движение от русского языка. Почему? Из-за политического кризиса. Хотя действительно все говорят по-русски лучше, чем по-белорусски. Кто нанес самый большой удар по русскому языку в Украине? Конечно же, Путин. Конечно же, после 2014 года возникло понимание того, что необходимо говорить по-украински, потому что русский язык – это язык агрессора и оккупанта. И в этом смысле, к сожалению, именно Путин разрушил тот самый русский мир, о котором он так много говорил. Люди боятся этого, и многие страны переходят на латиницу именно для того, чтобы показать, что они не зависят от России. Вот Казахстан тоже такой пример. Поэтому… Ну, Казахстан он не перешел в итоге. Он перейдет. Вы думаете, перейдет? Безусловно, он перейдет. Казахстан перейдет на латиницу? Безусловно, да. Ну, формально он перешел, но он так или иначе перейдет. В Сербии, вы знаете, есть и латиница, и кириллица. Вообще говоря, во многих славянских странах пишут на латинице, но тем не менее используют славянский язык, поэтому в самой латинице нет ничего страшного. И при современных компьютерных технологиях кириллица, латиница, все это не так важно. Но самое главное – это желание говорить по-русски. И тот факт, что в России не растет экономика, тот факт, что Россия воюет с соседями, вот это те самые два главных фактора, которые разрушают желание учить русский язык. Если вы молодой житель страны-соседа России, конечно, вы думаете, я могу выучить английский или русский? И, конечно, с английским языком вам открыто гораздо больше возможностей, чем с русским. Другое дело, что если у вас дома говорят по-русски, или если ваш язык славянский похож на русский, вам легче выучить русский в дополнение к английскому, вы это сделаете. Но у вас будет больше стимулов, если Россия – это большой рынок, и если Россия – это мирный сосед. Ну, хорошо, если вам завтра позвонит президент Зеленский и спросит, Сергей, исключительно не с эмоциональной, с рациональной вот точки зрения, как экономист, нам надо бороться с русским языком или не надо? Если отбросить вот все эмоции. Ну, с экономической точки зрения не надо бороться с русским языком. Но, понимаете, национальная идентичность – это ведь не только экономика. Национальная идентичность – это независимость. Независимость в Украине, к сожалению, устроена так, что до 2014 года вы приезжаете на научную конференцию в Украине, беседуете с коллегами по-русски.
И они и выступают по-русски. После 2014 года в кулуарах вы можете с ними поговорить по-русски. Но на самой сессии с докладами они выступают по-украински, потому что не могут они больше использовать язык страны-агрессора. Они чувствуют, что их сограждане умирают каждый день. И их убивают люди, которых послал человек, который воюет за русский мир. Это абсолютно не абстрактные вещи в Украине. Это вещи, где все говорят по-русски. В Киеве все говорят по-русски. Но, тем не менее, когда вы говорите по-русски на официальном мероприятии, вы должны как-то оправдать для себя вот эту связь с теми людьми, которые убивают ваших сограждан. И это гораздо важнее, чем экономика. Для вас вот эти вот 30-летия распада Советского Союза, это скорее положительное событие, отрицательное? Вы знаете, я думаю, что очень много зависит от возраста. Для людей очень часто их отношение к миру складывается в так называемые formative years, годы, которые формируют личность, от 18 до 25. Соответственно, для меня это было как раз время перестройки, распада Советского Союза. И это то время, когда общество много говорило о свободе, о конкуренции, и я как-то считаю, что это важные вещи. И для меня вот эти самые общечеловеческие ценности, о которых говорил Горбачев, на самом деле играют важную роль в том, кто я есть. Я считаю, что свобода – это важно. Я считаю, что мир, прогресс, права человека, о которых говорил Сахаров, который, соответственно, родился 100 лет назад и умер в разгар горбачевской демократизации. Я верю в то, что говорил Сахаров, что мир, прогресс и права человека – это взаимосвязанные вещи, и они необходимы друг для друга. Поэтому то, что моя жизнь была более свободна, чем при Советском Союзе, конечно, для меня это плюс. С другой стороны, надо понимать, что я человек, который, в том числе благодаря Советскому Союзу, получил очень хорошее образование, получил его бесплатно. И я, конечно, выиграл от этих 30 лет гораздо больше, чем подавляющее большинство моих сограждан. Вот я, как главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, мы делали годовой отчет, где мы анализировали, какая часть общества выиграла и проиграла от этих 30 лет. Это было 5 лет назад, поэтому там было 27 лет. Вот. И мы показали, что в таких странах, как Россия, и в России в частности, больше всего от реформ выиграли 20% самых высокообразованных людей. Когда вы находитесь в Европе, вы именно с ними и общаетесь, потому что это люди, которые путешествуют, люди, которые работают в международном бизнесе, люди, которые говорят по-английски. И если вы живете в Европе, вам кажется, что Россия выиграла от 30 лет реформ. И вот я лично выиграл. Но я знаю, что большинство российского населения вправе считать, что эти реформы не так сильно повысили их благосостояние. Еще один простой критерий, который мы использовали в нашей работе в ЕБРР, это сократилось ли отставание вашего дохода от западных доходов. Вот, если сравнить ваш доход по отношению к доходу условного немца, вот эта разница сократилась или увеличилась за 30 лет? И ответ такой: для большинства российских граждан увеличилась. То есть большинство российских граждан могут сказать: эти 30 лет повысили мои доходы, но на самом деле сокращение отставания от Запада не произошло. И, конечно, можно сказать, что в советское время доход был не очень хорошей мерой благосостояния, потому что рубли у вас есть, но купить вы на них ничего не можете. Но, тем не менее, вот это расслоение, в том числе по уровню образования, по месту, где вы родились, по владению английским языком, это очень важный фактор. Если вы спрашиваете меня, у меня один ответ. У среднего гражданина России будет другой ответ. И очень жаль. Часть этой проблемы – это ошибки реформаторов, часть этой проблемы – это последние 10 лет застоя в клептократии, которую построил Путин. Но в целом, к сожалению, для большинства российских граждан эти 30 лет не были самыми простыми и самыми успешными годами их жизни. Это исследование было только по России или по всем республикам? По всем посткоммунистическим странам. У кого, кроме Прибалтики, кто может сказать, что эти 30 лет это были более замечательно? Польша. Польша это скорее соцлагерь, это не... Да. В Польше выиграли все. И на самом деле во многих таких странах выиграли все, но когда вы
Спрашиваете, а почему в Польше сегодня есть такой политический раскол? Это там отдельная тема. Но с экономической точки зрения в Польше выиграли Польша все. это не Советский Союз. Да, а в остальных странах примерно одна и та же картина. Примерно одна и та же картина. То есть все проиграли? Нет, везде есть люди, которые выиграли. Ну, большинство проиграло. Большинство проиграло. В Азербайджане огромный экономический рост. Вот Азербайджан как раз такая страна, где выиграли почти все. Это правда. Потому что нефтяной бум нулевых годов сыграл очень важную роль в Азербайджане. В Беларуси выиграли многие. Да, в Беларуси выиграли очень многие. В Беларуси? Да. Беларусь – это очень интересный пример. Беларусь – это страна, которая щедро поддерживалась Россией все эти годы, вплоть до последнего времени. Там был и свой IT-сектор, и некоторые конкурентоспособные предприятия, но большая часть, например, производства нефтепродуктов в Беларуси связана с тем, что Беларусь покупала российскую нефть по субсидируемым ценам. То есть фактически Беларусь, хотя и импортер нефти, но на самом деле это фактически нефтяная страна. То есть она получает нефть по дешевым ценам, экспортирует нефтепродукты по рыночным ценам. И де-факто, когда цены на нефтепродукты растут, Беларусь тоже выигрывает. И большая часть экономического роста Беларуси до недавнего времени, это в том числе и субсидии со стороны России самыми разными способами. Хорошо, а кто тогда хуже всего себя чувствует? Некоторые центральные азиатские страны. Вот. Но Молдова, как вы правильно сказали, осталась бедной страной. Вот. Но у всех своя история. Но мне кажется, самая главная история – это то, что не нужно думать только о среднем. Вот, например, в России ВВП на душу населения вырос настолько. Сколько россиян могут сказать, что мой доход в моем кармане, в моем кошельке тоже увеличился настолько? Оказывается, меньшинство. И это не просто какие-то самые бедные 10%. Наоборот, самые богатые 10%. Вот этот самый рост благосостояния в основном принес выигрыш тем, кто лучше образован, тем, кто больше ездит, тем, кто родился в Москве, тем, кто умеет говорить по-английски. И это, с одной стороны, создает такую иллюзию, что все хорошо. Вот вы идете по Москве, это европейский город, заходите в ресторан, из-за девальвации рубля все дешево и при этом очень хорошо. Ваши собеседники одеты хорошо, у них хорошие смартфоны, и выглядит так, что вы находитесь в Европе. Но правда в том, что это меньшинство. Это самое богатое меньшинство, которое выиграло от реформ. И так или иначе это устроено и во многих других странах.